Друзья, всех приветствую у себя на канале, и сегодня у нас с вами очередная тема, очередной, и, как мне кажется, такой интересный контент, который я готовила для вас определенное количество времени, и, видимо, пришло время его представить вашему вниманию в виде той информации, которую я буду давать. Вопросы, которые каждый из нас задавал, задает и будет задавать по мере своего развития или столкновения с определенными ситуациями, они, скажем так, очень и очень фундаментальны. Но перед тем, как начинать, я хотела бы всех поблагодарить, как всегда, за вашу подписку, потому что мы потихонечку увеличиваем наши здесь обороты, нас становится немножечко здесь больше, что не может не радовать лично меня. Ну и, естественно, хотела дополнительным таким бонусом поблагодарить вас всех, тех, кто оставляет каким-то образом свой коммент, который может привносить, скажем так, в копилочку мою какой-то опыт, потому что многие из вас делятся какими-то своими видениями, своими ситуациями, своим личным опытом. И, естественно, есть другая часть комментариев, которые оставляют свою реакцию на тот материал, который я предоставляю в своих контентах. И я очень рада, что вы видите в этом какую-то пользу, и неоднозначность моего подхода передачи информации вам тоже нравится. Поэтому я всех вас благодарю и надеюсь, что также самое сегодняшнее видео будет для вас очень и очень полезным. Как вы уже поняли, сегодня мы не будем с вами обсуждать тему кристаллов, камней, каких-то исторических перипетий, распаковок, которые я последние видео делала. Сегодня это совсем будет другой формат, и сегодня мы как раз будем разговаривать о теме секса, и, собственно говоря, о сексуальной энергии. И будем с вами раскрывать, распаковывать совсем другого формата полезную для вас информацию, отвечая на вопросы. Что такое сексуальная энергия? Как она может блокировать или в то же самое время развивать человека? На что и кто может толкать человека в его поступках касаемо сексуальности? Что такое сексуальная зависимость и в чем она может выражаться? Естественно, помимо негативных каких-то аспектов, будут и позитивные, на что, собственно, я и полагаюсь в этом видео для того, чтобы помочь каждому из вас, может быть, разобраться в каких-то ситуациях, помочь близкому, либо понять для себя какие-то моменты, а соответственно, как все-таки использовать вот эту энергию сексуальную именно во благо, и многие-многие другие темы, вопросики и ответы, которые, я думаю, вам будут очень интересны и полезны. Ну что, давайте начнем. По мере развития человека, его взросления, ему свойственно задаваться какими-то вопросами. Конечно, они возникают еще в детском возрасте, но опять-таки сознание и психика маленького ребенка, подростка, она не настолько сформирована, поэтому это может происходить не на осознанном уровне. А вот уже более-менее осознанная такая ситуация трансформационного характера происходит уже у взрослого человека. И особенно вот такая тема, она начинает ломать привычный механизм мышления именно с началом развития человека, то есть его некого соприкосновения, как в хорошем смысле, так и не очень. Все мы понимаем, да, что к каким-то вещам, просветлением приходим не с помощью каких-то позитивных моментов. Наш мир – это некая дуальность, присутствующая во всем, и с которой каждый человек в той или иной мере соприкасается ее, скажем так, двумя формами. Секс не исключение. Он имеет ту же дуальность, скажем так, такую теневую сторону и солнечную. Одна ведет в туннель инволюции на нижние условные частоты, другая используется как часть механизма эволюции. Сказать, что одна лучше другой? Нет, я не могу, это было бы некорректно с моей стороны, по крайней мере, с моей точки зрения, того, как я это вижу, вот нашу вот эту дуальность белого и черного, мужского и женского, тьма и свет, все это взаимосвязано между собой, как и все в этом мире. Белое не проявится, если не нырнуть в черное. Разница только в одном. Соприкоснувшись с тенью, у каждого есть всегда выбор.
входить в нее, нырять в темные воды и разрешать, скажем так, тем энергиям, тем ситуациям, людям овладеть собой, создавая привязки и культивируя их, или все-таки закатать рукава, да, и каким-то образом начать взаимодействовать, начать разбираться с своими личными какими-то задачами, но и с тем, что человека окружает, и уже впоследствии искать свет, искать баланс, базируясь на опыт теневой стороны. Материальность нашего мира – это и есть та тень, отождествляющаяся с удовольствием, желанием, которое свойственно каждому человеку. Святых на этой земле нет, ребят, разве что они могут наблюдать из других измерений, и сознание там совсем другого порядка, и не настолько они святые, как мы это можем представлять. И, собственно говоря, с вот этими потребностями рождаются все души, и по мере их присутствия в материальном мире, а он все же изначально базируется на естественном, природном, базовом инстинкте, чаще называемом животным, через наши ощущения, наши эмоции, чувства, наслаждение, и это все условно подключает нас при рождении к той самой теневой стороне. Ее можно назвать как карма, кармические отработки или же просто программа эволюции. Да, вот такая непростая эволюция сквозь тень, но в этом и все прелести нашей жизни, трансформации и эволюции. Условно можно представить нашу планету как некий многослойный торт. Этих слоев очень много на самом деле. Просто человеку с определенным уровнем сознания свойственно воспринимать только 3 уровня. Раньше это были сформированные 3 уровня, сейчас, да, это то, что мы можем называть 4D, 5D, но все-таки, да, давайте с вами сфокусируем внимание на 3 уровнях, чтобы вам было легче понимать то, о чем я буду говорить. Так вот, это как с чакральной системой, да? Есть 7-чакральная система с 7 чакрами, которых на самом деле больше 7 и даже 13, и поверьте, что они устроены таким образом интересным, немножко неестественным и непонятным для видения человека с определенным, скажем так, уровнем сознания и его подготовки понимать эту информацию и, естественно, вследствие расшифровывать. Так вот, каждый слой имеет свою вибрацию, имеет свою программу, свою частоту и, собственно, отдельный мир и, естественно, жителей, обитающих на каждой из слоев. Там же есть и зацепки с другими цивилизациями, с другими существами. В общем, там миры очень и очень интересно простроены. Условно это выглядит таким образом. Первый мир, его назовем верхний мир, то есть это духовный, это некого такого образа высокочастотного, это ментальный мир. Второй это средний, материальный, социальный, потребительский, да. И третий у нас это низкий уровень, низкий мир, низкочастотный, подводный его можно назвать, теневой. В разных традициях это отображается по-своему, и существуют разные методы, разные схемы, разные направления, которые объясняют эти традиции, эти все механизмы, но по сути эта концепция все-таки не меняется, она одна и та же. Что касается мира духовного, то он соприкасается как раз с темой пути эволюции души за счет эволюции сознания. Это как зайти в тень и выйти через нее на свет, имея опыт и способность управлять как раз вот этими обеими сторонами. Невозможно взлететь, если нет сил оттолкнуться. Поэтому в духовности, развитии сознания человека, секс как само понятие имеет абсолютно противоположное видение, более глубокое и значимое, и его предназначение, собственно говоря, которое отличается от видения человека более с материальными какими-то, скажем так, программами сознания. И это не иллюзии просветленных, это описывается во многих физических трактатах, скажем так, да, материальных, подтвержденных, научных.
исследовательских также открытиях, документах. И просто разница в том, что насколько сознание плотное и готовое интерпретировать то, что написано. Сейчас мне вспоминается одна фраза одного человечка, который когда-то мне говорил: ты знаешь, бывает так, что кто-то смотрит в книгу и видит фигу, а кто-то смотрит в книгу, видит целый мир и еще понимает его историю создания. Поэтому концепция вот этой фразы, она для меня всегда звучала таким образом, что чтобы увидеть что-то и понять, сознанием нужно понимать материальный мир. Соответственно, для того, чтобы подниматься выше, нужно понять, усвоить базы низов. В концепции эзотерических, скажем так, видений это говорится просто и легко. Для того, чтобы духовно расти, нужно уметь работать со своими привязками, завязками и, в общем, скажем так, все, что мы говорим и называем нижним треугольником наших мирских программ, это наш род, это наши зацепки, это все, что касается именно с физикой и материальным миром. Ну и, собственно, на более материальном плане, физическом, у людей с более низким уровнем сознания секс в большей мере связан с похотью, то есть это постоянной нуждой и подпиткой, что-то вроде сексуального энергетического вампиризма. С одной стороны, некого утверждения себя на материальном уровне, и у мужчин и женщин это происходит разным образом, и похоть может отождествляться через глубокое, такое даже где-то грубое поведение, импульсивные и неконтролирующие либидо. Этому часто сопутствует желание иметь также материальную притягательность, окружив себя красивой одеждой, эстетикой и изысканными подручными средствами материальных благ. Это уже некий такой теневой аспект, с которым начинается работа души. Ну, собственно, вот как раз вот эти материальные зацепки. И здесь я хочу сказать, что в данном контексте это не говорит о том, что богатство, жить хорошо, комфортно жить, любить красоту и, скажем так, изысканность – это плохо. Нет, просто как раз в материальном мире на низах у человека, если у него не проработана похоть, у него вот это удовольствие иметь что-то, чем ты не можешь управлять, не можешь его использовать в положительном русле, оно как раз и проявляется в негативе. Поэтому вот эти желания, хоть и могут показаться на первый взгляд неотождествленными с похотью, но на самом деле это все не так. И если обратить внимание на то, как сам социум тоже побуждает к потреблению, стремлению некой такой единой концепции, в которой все условно, да, то есть все должны быть одинаковыми, все тянутся к какому-то алгоритму похожести, копированию, и все меньше и меньше индивидуальности, что не говорит, что она не присутствует в нашем мире. Это одна из программ, из фильтров, которые как раз и работают с человеческой душой, работают с человеческим фактором его животности на то, чтобы он во всей этой красоте единства нашел индивидуальность и выработал ее в себе, либо же наоборот активировал, и каким-то образом у него получилось взаимодействие, да, вот когда ты живешь в рамках моды, но при этом у тебя есть свой стиль, и ты еще пользуешься теми ресурсами, которые тебе предлагает мода в рамках ее похожести, схожести в чем-то. Сексуализация и ее насильно чрезмерное выплескивание в социуме под видом банальности, отягощающая теневую программу, в которой душа прописана, это все вот как раз об этом. И с одной стороны, она транслируется как свобода выражения себя, независимости, с другой, как перемены, дающие выход в будущее. Создаются некие, я бы сказала, энергетические якоря, на которые идет зацепка человека по его уже непроработанным задачам души, и на них все последствия в виде людей, ситуаций, которые
ну, скажем так, формируется уже в следующем таком этапе проработки. В какой-то степени это естественный процесс развития человечества и каждого из нас, но тут же важно и понимать, естественно, сам процесс и все вот эти загвоздки. Чем меньше человек контролирует свои желания и инстинкты, тем меньше он будет иметь свободы и последующее развитие. Кто читал книги Карлоса Кастанеда, лично я столкнулась с этим автором, когда я очень-очень давно начала развиваться, и вот меня, видимо, развивали через историю первой книги с Хуаном, скажем так, Доном Хуаном, и книга, скажу вам, была очень тяжелая для восприятия моего сознания, для того, чтобы сложить все пазлики, понять, но она стала очень фундаментальна. И вот я помню, что одну из фраз, которую говорил Дон Хуан, он говорил так, что наши желания делают нас слабыми. Это можно проследить по механизму взаимодействия человеческих чувств в их материальном проявлении и увидеть, что все они подчиняются каким-то, да, вот таким, в принципе, понятным всем законам. Законам времени, законам цикличности и фазам неким таким возгорания и затухания. По сути, удовольствие, каким бы оно ни было, оно никогда не будет статичным. Рано или поздно произойдет некое привыкание. Я приведу банальный пример, это когда вы чего-то очень и очень хотите, вследствие вы получаете, и со временем вы уже к этому привыкаете. Чувства тоже подвержены материи, им свойственно вот это как раз некое изменение. От желаний до привязок путь недолгий. Так как же работает механизм зависимости? Во-первых, это когда человек кого-то и чего-то, да, что-то вообще страстно желает, и получив, что хотел, он этим насыщается. Далее происходит процесс и момент удовлетворения, как итог уже происходит то самое наполнение. И здесь, если продолжать, то идет уже формирование некого пресыщения, которое переходит в последнюю форму уже полного отторжения и отвращения. Вы знаете, вот сейчас в моменте мне приходит просто такой резонанс, но опять-таки не будем углубляться, но с тем, как действует по сути приворот. Это знаете, когда человек притягивает какого-то, да, вроде бы видит там результаты, а потом эти все результаты при получении, они немножечко имеют измененную свою форму. Это не одно и то же, но вот почему-то у меня пошел такой, знаете, немножко резонанс. Может быть, тоже это все не просто так. Ну и, собственно, когда человек приходит к фазе пресыщения, у него создается необходимость получить новый опыт, и здесь уже идет поиск чего-то нового. Впечатлений, ощущений, да, когда то, что ты хотел, красивую одежду, ты хочешь уже, да, какого-то другого формата, ты уже хочешь другой подарок, ты уже хочешь что-то другое. Но опять-таки на уровне секса, да, опять это имеет другие, скажем так, ощущения, впечатления, в которые человек хочет себя погрузить, ну, в общем, так добавить немножко дофамина. Чем больше человек насыщается материальными внешними вещами, тем, естественно, меньше у него есть возможность черпать из своего собственного энергетического резервуара. Вследствие наступает блок и деградация, и где-то даже очень кардинальное падение. Когда в человеке деградирует именно сексуальный аспект, это может нанести довольно-таки серьезный ущерб не только на физике, но и на ментальном плане, как уже последствия. Сексуальная энергия – одна из самых вкусных и манких, поскольку в момент соития двух людей и, опять-таки, да, вот этого пикового, скажем так, оргазма, человек соприкасается с неким каналом, и на какое-то мгновение идет черпание энергии, подключаясь на тонком плане через энергетический центр к главному потоку. На самом деле он как бы невидим, но всем известны чакры, и некоторые из них являются ментальными телами и, соответственно, не только соотносятся с определенными частями нашего тела, но с различными частотами.
Это можно представить, пример, который часто люблю приводить в своей практике. Представьте здание со множеством этажей, и на каждом живут существа с определенной формой сознания. Как низшего порядка, но и, естественно, высшего. Что можно, кстати, сопоставить с человеком и материальным миром. То есть в зависимости, на каком уровне сознания он находится, на том же этаже живет и, скажем так, с другими существами, людьми, программами. И видит тоже со своего этажа, скажем так, определенную картину мира, которая радикально отличается от той, которая видна, например, кто живет на высшем этаже, и тот, кто живет, например, на низшем этаже. Это то же самое равносильно каждой семье, в которой свои правила, свои принципы. И тому, кто с ней взаимодействует, с семьей, придя, например, в гости, может это резонировать, а может и не резонировать, как традиции, поведение. И, собственно говоря, опять-таки, это тоже все условно, но чтобы вы понимали, мне хочется вам это пояснить. В нашем физическом пространстве мы можем наблюдать животных, насекомых и других материальных существ, питающихся тоже материей. По такому же принципу и происходят процессы на тонком плане, и присутствие неорганичных существ, для которых пищей довольно-таки привлекательной является как раз наша с вами энергия, энергетика, и, естественно, идущая от каждого центра, семи чакральной системы, о которой я говорила. На высших этажах эти энергии производят творческую энергию, но если в данном случае не контролировать сексуальную энергию, то тогда она спускается на нижние этажи, и на нее слетаются разные паразиты, как мотыльки на свет, и кроме как через человека они ее получить не могут. То есть мы думаем иногда, что это только мы наслаждаемся энергией, но на самом деле корректнее и честнее будет сказать, что вы вместе с кем-то ею наслаждаетесь, и при этом у вас же ее условно отбирают. С точки зрения мироздания и энергопроцессов, это в принципе нормальный симбиоз, так как, находясь в физическом теле, все мы в равной степени с ними каким-то образом взаимодействуем. Это как некий контракт, являющийся неотъемлемой частью воплощения каждого человека. Таким образом, и через других, и они через нас себя познаем, и происходит развитие. Это как жить, и, собственно, мы живем среди определенных микроорганизмов, назовем их микробами, которые имеют разные формы, вырабатывают определенные воздействия, но опять-таки без них мы не можем, как и человек без воздуха, который в принципе тоже не везде чист. Так вот, проблемы начинаются именно тогда, когда мы задерживаемся на нижних этажах, то есть увлекаемся чем-то и перестаем быть хозяевами своих желаний. В этом случае секс становится нашим врагом, и, естественно, следствием возникают разные зависимости, идет слив нашей ценной энергии. Почему она такая ценная? Потому что она творческая, она созидательная. Она соотносится к центру, отвечающему за наши ресурсы, нашу личную сексуальность и партнерство, за наш финансовый канал. И когда эта творческая энергия сливается по низам, то есть происходит некое выгорание и нехватка энергии на себя, на то, чтобы работать, зарабатывать на какие-то ресурсы, развиваться, инвестировать ее в развитие. Следовательно, чем меньше этой энергии, тем слабее разум, и тем легче сознание человека поддается манипуляциям и внешним управлениям. Когда же эта энергия чрезмерно расходуется, мы истощаем возможности и личную нашу хорошую карму. А это следствие того, что удача, процветание, счастье будут, естественно, убывать. Каждую нашу зависимость можно соотнести к определенной форме, дать какое-то определенное имя. Они существуют, это всем известные лярвы,
это бес, это существа блуда и других низкочастотных товарищей, которые, собственно, подключаются к нашей нервной системе, сознанию. Они подключаются в зависимости от задач, непроработок и энергетических скоплений и программ, которые на нас влияют извне, но и так же само, на которые мы себя провоцируем. Они могут сцепляться, в принципе, за все уровни нашей семичакровой системы, но опять-таки, если распределять человека на две зоны, то нижняя зона, как я говорила, это наши физические тела, а высшая чакра это уже ментальные, поэтому отсюда и говорю, да, что к нашей нервной системе, опять-таки к физическим каким-то нашим энергиям, нашему телу, ну и сознанию. Многие их могут видеть, имея определенного рода способности, другие неожиданно сталкиваются уже в ходе, например, чисток или при других обстоятельствах. Это зафиксировано как в религиозных кругах, так и подтверждение людей, которые после таких знакомств начинали просто путь своего развития. Мне здесь припоминается из личного, скажем так, из личной копилочки, когда у человека была определенного рода порча и была она сделана человеку, ну, скажем так, насмерть, то при чистке, при взаимодействии, то есть вот этот товарищ, он проявился на самом деле, когда человек это невооруженным глазом увидел, а такое происходит. Поэтому я говорю, что есть подтверждение, и кто в теме поймет, кто не в теме, опять-таки, да, все-таки поверьте, что это существует, невозможно было не заметить и не поверить. Как это все может входить в человека? Ну, в принципе, просто и по принципу осторожно двери открываются. Здесь мне вспоминается мое видео, ребят, которое я делала про хроники Акаши. Почему я иногда вам напоминаю тех видео, которые я делаю? Потому что они немножко могут вам помогать делать некую распаковку, либо дополнять, да, какую-то информацию. Если вкратце, то я как раз там и говорила про вот эти 10 дней открытых дверей, в которых мы можем работать и не то чтобы переписывать, а писать, скажем, нашу историю, каким-то образом ее менять. И там были двери открыты. Естественно, желание у всех зайти туда, желание у всех повзаимодействовать там, но опять-таки, да, все-таки это свойственно человеческому сознанию. Коль открыто, можно заходить, да, брать или даже, ну, каким-то образом вести себя. Но не всегда это человек может сделать, умеет сделать и готов вообще к этому. Ну вот и здесь, да, с вот этой историей осторожно, двери открываются. Негатив, он может заходить по разным причинам. То есть это могут быть измены, являющиеся, кстати, у многих, например, нормой. И энергетическим механизм там тоже очень серьезный и может влиять на всех людей, которые в нем задействованы. То есть, да, не только третьи лица, но 1, 2, 3 и все, что окружает. Далее, это, естественно, наркотики. Здесь тут дополнять не нужно. Алкоголь. И этим, опять-таки, да, я тоже не хочу здесь говорить сейчас о том, что алкоголь это плохо, о том, что пить вообще нельзя, о том, что нет, сейчас речь не об этом, да, поймите правильно. Хотя я вам скажу, что человек, который каким-то образом понимает и видит энергию, он видит, что происходит на тонком плане с человеком, который употребляет алкоголь, даже минимальную его какую-то часть. Но опять-таки, повторюсь, это не говорит, что алкоголь не нужно пить, и всему есть какое-то, да, свое время, своя доза и другие какие-то моменты. Далее, что может еще влиять? Может влиять ненависть, агрессия человека, и которая может провоцировать, скажем так, и немножко делать вход в ваш энергетический кокон этих паразитов намного легче. Далее, это порнография, это извращение, это неправильное, кстати, использование магии. Все это ослабевает нашу энергетику, наше аурическое пространство, кокон, который, ослабевая, дает возможность этим существам проникнуть и питаться
в лучшем случае вашей энергия поверхностна, либо же когда это все постоянно подкрепляется, естественно, эти существа уже в худшем и негативном случае начинают влиять на здоровье, сознание человека. Я сейчас объясню, почему. Потому что далее они как вирус развиваются, и привычный образ жизни, в данном случае секс, да, становится недостаточным, и проявляются всякого рода сексуальные извращения. Это может быть беспорядочная сексуальная жизнь, появляются соответствующие люди, да, как я в самом начале говорила, это какие-то мероприятия. Тогда уже, собственно, приходит и другая гвардия, очень такие мощные низкочастотные ребята сознания. Вот, лучше таких бы не видеть, даже во сне. Вот. Но человек в таких условиях становится буквально одержимым сексом, то есть извращения принимают более тяжелую форму и при этом не осознают в моменте, да, что с ними происходит, что они могут делать, а секс становится уже наряду с наркотиком. Самостоятельно человеку уже тяжело избавиться, и все может вылиться жуткими, конечно, последствиями, как и при любой тяжелой форме зависимости. Как говорится, удовольствие на миг, а последствия потом на всю жизнь. Кто-то от них может не то чтобы избавиться, а проработать. Кому-то это непосильная ноша, у кого-то получается, у кого-то нет. Тоже все индивидуально, но что я хочу сказать вам, тоже базируясь на личный свой опыт даже с другими, что на самом деле ничего изменить невозможно, то есть все можно каким-то образом изменить. Понятное дело, что результаты могут быть разные, но изменить всегда можно. Сексуальная связь – это очень важный контакт, поскольку идут вливания с другим человеком и не только на физическом плане, потому что каждый ваш сексуальный партнер передает вам свою энергию, и идет такое некое подключение, а также еще и кармических программ, потому что людей, которых вы встречаете, они на самом деле не просто так, повторюсь, вам попадаются. И если мы говорим о карме, а здесь я все-таки хочу, да, дополнить вот эту историю. Карма, да, она бывает положительная, она бывает негативная, но когда мы рассматриваем карму с точки зрения проработки, они никогда не будут приятными. И, соответственно, если попадаются в ваше окружение кармические партнеры, то есть есть какая-то с ними, да, завязка, есть какая-то токсичность условная. У кого-то это действительно в виде зависимости, у кого-то наркотические, у кого-то сексуальные, у кого-то энергетические, скажем так, токсичные отношения на уровне энергетики, на уровне кармы, прошлых воплощений. Поэтому вот эти все связи, они на самом деле очень важные, и передача сексуального опыта, она тоже очень важна. То есть, по сути, опять-таки, подключение к каждому партнеру через сексуальные отношения – это как некое открытие шлюза, да, в котором идет обмен между двумя в тот момент открытыми каналами внутри, которым есть, да, определенные структуры, от которых вас не защитят контрацепцию, потому что дело же не об этом, дело более о глубоких энергетических процессах. И концепция «чем больше партнеров, значит больше опыта» может, кстати, увенчиваться, к сожалению, и обратной стороной, как и все в нашем мире, самого этого понятия, потому что чем больше партнеров, тем больше у вас есть энергоканалов, по которым идет энергосвязь со всеми теми, кто был, скажем так, на вашей территории, либо же вы были, да, ходили кому-то на территорию. Чистки, они могут убирать внешний негатив, но каналы, чтобы от них избавиться, это весьма тяжелое и долгое дело. И если не брать в учет еще и какого рода были эти связи, партнеры, насколько, да, они там низкочастотные, либо же высокочастотные, то есть не все должно быть очень негативно. Я о том, что о принципе энергетического обмена, который не виден, он существует. То же самое энергетические каналы связь у мамы с папой, даже если они разводятся и у них есть ребенок, он будет всегда. Его невозможно практически убрать, хотя опять-таки тоже можно его убрать, но это очень тяжело, и стоит ли это вообще делать?
Но все же с правильным подходом, индивидуальными методами можно работать с любым вопросом любого рода. В любом случае, многие не понимающие этих процессов, и как итог, вообще эти отпечатки, они влияют и на последующую жизнь, и не только на эту. Если чего-то вы не видите, то это не значит, что этого не существует, и оно не влияет ни в какой мере и степени на вашу жизнь. Если вы хоть чуток понаблюдаете за вот этими, ну скажем так, косвенными вещами, о которых я вам говорю, вы увидите. То есть люди развивающие, конечно, развивающиеся, они, по крайней мере, ну, то есть они увидят вот эту грань, кто-то уже сталкивался с этим, кто-то изучал, и они смогут, да, определить, проследить вот эту всю линейку. И это касается на самом деле всего, не только секса, но и других зависимостей, от обладания красивой внешностью и последствиям хирургии. Также это жажда богатства, управления, других каких-то аспектов, да, которые могут вызывать зависимость. В общем, зависимостей множество, и у каждого свои проработки. Кто из них выходит спокойно, кому-то они тяжелы, у одних получается, повторюсь, выйти, у других, к сожалению, это не получается, кто-то работает реально целую жизнь, кому-то достаточно какое-то неограниченное количество, но в любом случае последствия – это только следствие личного выбора. Для защиты от всего подобного и самих внутренних проработок существует очень много разных направлений, практик и людей, несущих знания и работающих с данными тематиками. Это не только история о магии, это история о развитии, о саморазвитии. Вот, поэтому подход и методы работы над привязками, зависимости, от сложности, от воздействия, от программы, они очень различные, но то, что должно быть фундаментальным, это само желание человека менять и изменяться самому. В модели магического восприятия касаемо секса есть такое понятие, что секс, половые отношения, в принципе, человеку нужны для того, чтобы зачинять. В этом плане физическое тело, как секс, это инструмент для того, чтобы проводить в мир души. Заземлять, материализовывать. В более таких глубоких, конечно, да, течениях, как тантра, даосизм, вот само соитие, да, оно работает по совершенно другим принципам, ну, если это довольно... Так что теперь, да, вы зададитесь вопросом, что идти теперь в монастырь, никакого секса? Нет, ребят, от секса не нужно отказываться и сидеть на аскезах, тоже не нужно задерживать, скажем так, энергию, если это не имеет конкретную временную цель, опять-таки, у людей, которые каким-то образом понимают, что они делают, они взаимодействуют, они видят, то это, в принципе, допустимо. Здесь нужно просто понимать, что наиболее важные психоэнергетические центры для сексуального обмена у нас включают вот эти именно 3 чакры. Это Муладхара, Свадхистана и Анахата. И если мы будем рассматривать именно Свадхистану, здесь я хотела бы дать дополнительную короткую информацию. Я надеюсь, что она вам будет полезна и немножко, кстати, вам поможет приоткрыть занавесу того понимания, что... мужчины питаются женской энергией, и вообще сейчас я вам поясню, как на самом деле это все происходит, потому что вот как раз на уровне Свадхистаны, энергетического центра, который связан с нашей сексуальностью и наслаждением, то вот этот чакровый энергетический центр, он на самом деле у мужчины пассивен, а у женщины активен. И когда соитие происходит на уровне похоти, без любви, да, то есть на низких частотах, то в таком соитии происходит тот факт, что мужчина, он отдает женщине энергию, а женщина ее забирает. Вопрос, какую энергию отдает мужчина женщине в такие моменты, да, и как потом эти энергии действуют на женщину.
Соответственно, когда мужчина, даже элементарно, не имея какой-то похоти, а сам ресурс сбрасывания энергетики, энергии, да, после тяжелого рабочего дня, после каких-то стрессовых моментов, да, то есть вот нужно расслабиться, он расслабляется, он выбрасывает определенного уровня, ну, опять-таки, да, энергию, женщина ее принимает. Он не питается, он просто сбрасывает. Ему легче не от того, что он наполнился энергией, а от того, что он сбросил ее. И женщина, которая в тот момент может принимать, опять-таки, да, ну, она может чувствовать, скажем так, секундное в моменте, да, оргазма, вот это желание нирваны, точнее, да, скажем, как бы это так сказать, полегче, ну, насыщение. Но опять-таки оно потом пропадает, потому что это энергетика, то есть скидывание, да, каких-то, когда на ваши плечи ложат груз. И когда это на уровне именно такого взаимодействия, вот такие процессы и происходят. Когда же идет соитие между двумя людьми, да, мужчиной и женщиной, через чувства, через желание заняться любовью, то есть получить, ну, опять-таки, на высоких вибрациях, когда анахата чакра, которая у женщины активна, а у мужчины пассивна в данном случае энергетически, происходит так, что мужчина отдает энергию любви, потому что, ну, опять-таки, он на высоких вибрациях, он через чувства к женщине это делает, истинное, да, не то, что он там думает, а именно, которое в нем есть в отношении этой женщины, он их отдает через свадхистану. При совокуплении женщина их получает, они же-то, да, не сбросанные, не грязные, а именно фильтрованные, потому что есть чувство, есть определенный уровень взаимосвязи, одинаковости некой, да, той же самой касты. И женщина, принимая эти энергии, они ей дают творческую энергию, которая она делится и фильтрует, скажем так, и через анахату, через сердце ретранслирует мужчине. И отсюда вот как раз и происходит, да, что когда два человека занимаются любовью, когда у них происходят моменты, опять-таки, соития в разных, да, например, формах, но это более идут высокие вибрации, не привязки, тогда наполняется один и другой, но механизм совсем другой. То есть я думаю, что здесь вам немножечко было понятно. Что я вам могу сказать? Я вам могу сказать, что об этой теме мы можем с вами говорить очень продолжительное время, но я не хочу углубляться сейчас, но в принципе я думаю, что важные вещи я рассказала. Посмотрим, будет ли продолжение по этому поводу. Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, ваши видения, ваши размышления, как всегда, мне будет очень приятно почитать, мне будет очень также приятно, я трепетно отношусь к этому видео, потому что, ну, мы же говорим, да, о взрослых вещах, и мне хочется корректно донести эту информацию с точки зрения, ну, тех вещей, которые не видны, да, но могут прояснить какое-то ваше понимание и скорректировать, может быть, даже ваши отношения или, ну, дать ответы на какие-то ваши вопросы. Поэтому я всех благодарю за лайки, за подписку, за комментарии, и скажу вам по секрету, что делая этот контент, я уже поняла, о каком следующем камне мне нужно минерале поговорить с вами, который непосредственно, кстати, связан с этой темой. Но это таким спойлером. А на самом деле, я думаю, что тоже следующие видео будут вам полезны, как и эти. И что, я всех благодарю за внимание, и я желаю, чтобы у вас у всех были прекрасные партнеры, чтобы у вас было гармоничное отношение, чтобы также вы понимали, как можно регулировать эти моменты. Девочки меня поймут, мальчики тоже каким-то образом, да, поймут, что, имея огромное количество женщин, они сбрасывают энергию. И еще и в зависимости, к какой женщине, например, вы попадете, а у женщин тоже вот этот центр, который принимает энергию, он тоже может быть разный. Он может слишком вытягивать, отсюда и истощение мальчиков, истощение энергии. То есть очень много есть процессов, ребят. Понимая это, немножечко можно изменить
изменить вашу жизнь и процессы в ваших отношениях, ну и, собственно говоря, да, в вашей творческой энергии, как ее направлять, как регулировать и как друг друга дополнять. Не по принципу «я поставлю галочку, мы сегодня это сделаем», либо там еще какие-то моменты, а делать это все в созидание. Когда идет взаимодействие энергетическое двух людей через созидание, через любовь, да, через вот это ощущение необъяснимой равности некой, не мезальянса, а равности, то вот как раз вот эта энергия созидания, она реально дает всплеск и мужчине, и женщине каким-то образом, да, ну, материализовать свои идеи, свои проекты, рабочие моменты и очень многие другие аспекты. Ну, ладно, на этом буду заканчивать. Всем пока-пока.